В одном маленьком городе жил котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька. А еще много других веселых котят. Коржик, Карамелька и Компот. 3 кота. 2 кота. И 1 кошечка. Мяу. Капризы погоды. Однажды котята с родителями после отдыха на лыжном курорте спешили домой к Новому году. Я уже соскучился по дому. А я по бабушке и дедушке. Папа, а мы не опоздаем на самолет? Не опоздаем. До вылета еще целый час. А вот и бабушка звонит. Привет, мамуля. Как там ваши дела? Все в порядке. Скоро будем дома. И завтра мы все вместе встретим Новый год. Как всегда, по семейной традиции. Жду не дождусь. До встречи, дорогие мои. Пока! Смотрите, магазин сувениров. Давайте купим бабушке и дедушке подарки. Отличная идея. Время у нас еще есть. Здорово! Миу, 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 миу. Выбирая сувениры для бабушки и дедушки, котята присмотрели кое-что и для себя. Смотри, Коржик, какая хлопушка. Классная. Да закрывайся же! Коржик, давай купим тебе замочек, чтобы закрыть рюкзак. И так закрылся. Внимание! Посадка на рейс до Котополиса заканчивается через 5 минут. До Котополиса? Это же наш самолет. Но у нас же было много времени. Мы слишком долго покупали сувениры. Бежим на посадку. Надо было купить тот замочек. Хлопушка! Надо было сдать ее в багаж. В самолет с хлопушками нельзя. Ага, попалась! С наступающим! Бежим! Внимание! Посадка на рейс до Котополиса заканчивается через 2 минуты. Вот наш выход! Ура! Успели! Из-за плохих погодных условий рейс до Котополиса переносится на завтра. Приносим извинения. Ну вот, снегопад все испортил. Вот они, капризы погоды. Рейс переносится на завтра? Значит, мы будем ночевать в аэропорту? Ой, Думаю, это не очень удобно. а давайте построим иглу и переночуем в нем. Пока мы будем строить иглу, уже наступит утро. Карамелька, может быть, ты знаешь, что надо делать? На этот раз не знаю. Зато я знаю. Мы заберем наш багаж и переночуем в отеле аэропорта. Алло, мамуля, из-за снегопада пришлось задержаться на ночь. Но к Новому году обязательно будем дома. А в этом отеле уютно. Но дома все равно лучше. Где-то за лесом и за холмом дом, милый дом. Мы до него долетим Доплывем. или пешком. Выходит, хорошая песенка. Она напоминает о доме. Здорово! Миу, 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 миу. Мы сделали нашу волну, и я почувствовал себя почти как дома. И я. А теперь пора спать, котятки. Нам всем надо хорошо выспаться. Вот так котята поняли, что даже если все идет не по плану, всегда найдется повод для хорошего настроения, если рядом с тобой родные и близкие. Доброе утро! Доброе утро!
Какое сегодня ясное небо, котятки. Смотрите, снегоуборочная машина расчистила аэродром. Значит, сегодня мы улетим домой. И успеем к Новому году. Здорово! Миу, 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 миу. До вылета еще 2 часа, и можно спокойно позавтракать в ресторане отеля. Ого, сколько еды на этом столе. Наверное, здесь завтракает кто-то очень голодный. Компот, это называется шведский стол, и за ним никто не сидит. Здесь берут еду все гости ресторана. Как вкусно пахнет этот хлеб. Пойду-ка поджарю себе тост. А я хочу фруктов. Только их тут нет. Поищем на других столах. О, слышите? Кажется, кто-то плачет. Привет! Что ты там делаешь? Я потерял свою желтую кепочку, уже везде искал. И под столом ее тоже нет. Не плачь, мы тебе поможем. О, я нашел кепочку. Она лежала вместе с дынями и другими фруктами. Спасибо. Мне эту кепочку папа подарил. Не за что. А теперь можно поесть фруктов. И побольше. Котятки, фрукты — это, конечно, полезно, но не слишком ли много вы их уже съели? Разве это много? Я даже сбегаю за добавкой. И я. И я. Так, котятки, нам пора, скоро вылет. Коржик, выходи. Нам тоже надо. Я еще не все. Что случилось, котятки? Живот болит. И у меня. И у меня. Ох, котятки, вы все-таки переели фруктов. И от этого ваши животики недовольно урчат, пытаясь все переварить. С Новым годом! Похоже, наш самолет улетел. Ничего, полетим на следующем. Следующий самолет будет только после праздников. Значит, мы встретим Новый год не дома, без бабушки и дедушки. Это бабушка. Привет, мамуля. Привет, дорогие мои! Ну как, удобно устроились в самолете? Боюсь, что самолет улетел без нас. Но мы обязательно что-нибудь придумаем и успеем к празднику. Давайте поедем на поезде. К сожалению, Компот, поезда отсюда не ходят. А может, одна из этих штук довезет нас до дома? Это фуникулер, и он возит пассажиров только на гору и обратно. Я знаю, что надо делать. Мы поедем домой на машине. Карамелька, но ведь нашей машины здесь нет. А это как раз не проблема. Вы можете взять машину на прокат, и тогда успеете домой к Новому году. Отличная идея! Как я сам не догадался! Вот так котята поняли, что даже вкусного и полезного лучше есть понемногу. Где-то за лесом и за холмом Дом, милый дом. Мы до него долетим, доплывем. или пешком. Рядышком сядем и запоем. Он, ты и я, что согревает наш милый дом, наша семья. Папа, почему мы остановились? Наверное, мы уже приехали. Ура! Ура! Ой, это же море. И нашего города что-то не видно. Мы еще не приехали. Сначала нам нужно перебраться на другой берег. Видите? Вон туда. Как же мы туда попадем? Машины по воде не ездят. Не волнуйся, Компот. Машину мы сдадим в пункт проката, а дальше поплывем на пароме. И уже вечером к Новому году будем дома. Здорово! Миу, 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 миу. До отплытия парома остается 2 часа, и на это время багаж можно оставить в камере хранения.
Вы не подскажете, где можно купить билеты на паром? Вот в том автомате на пристани. Но поторопитесь, билеты под Новый год разбирают быстро. Да, мамуля, мы уже на причале. Купим билеты на паром и к празднику будем дома. Ого, какая очередь! Надеюсь, нам хватит билетов. Очереди такие скучные. Наконец-то! Ой. Кажется, я оставил кошелек в чемодане в камере хранения. Надо скорее его забрать. Кисуля, ты не помнишь, какой код я вводил? День рождения карамельки не подходит. Попробуй день рождения Коржика. Не подходит. И день рождения компота тоже. И даже дата нашей свадьбы. А может быть, ты ввел дату Нового года? 31 декабря? Ха-ха, точно! Умница, карамелька! Зато теперь нет очереди. Как хорошо. О, нет! Билеты закончились. Так я и знал, мы не успеем домой к Новому году. А давайте устроимся на паром в команду. Морякам билеты не нужны. У меня даже тельняшка есть. Тельняшка не делает тебя моряком. Нас не возьмут в команду, потому что мы маленькие. Тогда давайте построим плот. Плотом управлять легче. Наверное. На плоту нас может унести не домой, а куда-нибудь в другое место. Внимание! У причала продолжается конкурс музыкальных талантов. Победители получат билет на паром до Катаполиса из рук самого капитана. Я знаю, что надо делать. У нас же есть инструменты. Давайте выступим на конкурсе с нашей песенкой и попробуем выиграть билеты. Давай. Где-то за лесом и за холмом дом, милый дом. Молодцы! Мы до него долетим, доплывем. Или пешком. Рядышком сядем и запоем. Он, ты и я. Что согревает наш милый дом, наша семья. Я, ты, все мы вьюгом назло. Среди зимы свет и тепло. Свет и тепло. Спасибо, спасибо. Спасибо. Несомненно, это было лучшее выступление. Добро пожаловать на борт и с наступающим Новым годом! Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что хорошая песня может выручить даже в самой непростой ситуации. Привет, дорогие мои! Ну как там ваши дела? Хорошо, мамуля. Сейчас сойдем на берег и сразу поедем домой. Замечательно! Я уже у вас дома, и дедушка тоже тут. Мы накрываем на стол, а еще мы уже... Мамуля, алло, тебя не слышно. Ну вот, батарея села. Ничего страшного. Скоро мы все равно будем дома. Здорово! Миу, 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 миу. От морского порта совсем недалеко до парковки, где папа оставил машину. Вот приедем и сразу зажжем праздничные огни. И попробуем бабушкин новогодний пирог. А дедушка запустит фейерверк. Смотрите, эта машина совсем как наша. Она и есть наша. Стойте!
Это не Новый год, а какой-то праздник невезения. Папа, а почему нашу машину увезли? Потому что срок действия парковки закончился вчера, когда мы должны были вернуться на самолете. Теперь забрать машину со штрафстоянки мы сможем только завтра, потому что в Новый год она закрыта. Ну и ладно, пешком прогуляемся. Отсюда до дома идти 2 часа. Так мы точно опоздаем к празднику. Привет! Помните меня? Привет, желтая кепочка. А что вы такие грустные? Вот мы с папой прилетели еще утром и весь день выбирали подарки. Скоро же Новый год! Похоже, мы встретим Новый год на этой парковке. Нашу машину увез эвакуатор. Папа, давай подвезем моих друзей. Конечно. Вам же тоже в город. Садитесь. Места всем хватит. Ой, спасибо. Спасибо. Где-то за лесом и за холмом дом, милый дом. Мы до него долетим, доплывем. Долетим, доплывем. Или пешком. У меня плохие новости, друзья. Мы основательно застряли. Так недалеко от города. Вот уж точно не везет, так не везет. Но теперь-то мы можем пешком дойти, раз дом близко. Ой, с такими-то сугробами будем полчаса идти, не меньше. А до Нового года осталось 20 минут. Я знаю, что надо делать. Мы доедем до дома на лыжах. Точно. А все чемоданы запрем в нашей машине. Во время отпуска котята с родителями много катались, поэтому путь до дома показался им очень веселым. Подождем котят. Сейчас им позвоню. Новый год через 5 минут. Абонент недоступен. Надо же, кто это на лыжах в такое время катается? Кому-то дома не сидится. Ой, это ж наши котятки! Ура! Успели! Миу, 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 миу. Вот так после долгого пути котята вернулись домой и встретили Новый год, как и полагается, в кругу семьи. Ярко на елке огни горят, снег за окном. Каждый вернулся, был очень рад в наш милый дом. Вместе увидим мы, ты и я, в небе звезду. И будет счастлива вся семья в новом году. Я, ты, все мы югом назло. Среди зимы свет и тепло. Свет и тепло. Подожди, не уходи! Нажми сюда, чтобы подписаться на канал. И не забудь нажать на колокольчик. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию. Приятного просмотра! Миу-миу!